На новый 2020 год мы отправились в путешествие по Италии и Швейцарии на поездах, в том числе на легендарном Ледниковом экспрессе. Целями трипа было посмотреть Милан, в том числе знаменитый собор Дуомо, покататься на сноуборде в швейцарских Альпах, рассмотреть поближе Маттерхорн, проехаться на Глассиер Экспресс и погулять по берегу озера Кома. В этом видео воспоминания поездки, оказавшейся нашим последним путешествием за рубеж вместе. Тот факт, что эти кадры сняты в последние дни мира до пандемии, как мне кажется, придает этому видео немного новые измерения и дополнительную ценность, как свидетельство того, каким был мир до того, как все сдвинулось. Уже через несколько недель начнутся первые локдауны, мир начнет лихорадить, многие потеряют родных и близких. Сейчас кажется, что грядущие события зловеще оттеняют отпускную идиллию предновогодней Европы, но в моменте мы, естественно, ничего не знали и не чувствовали. Ставьте лайки, если мечтаете, чтобы однажды старый мир вернулся, и подписывайтесь на канал. Первой точкой нашего назначения стал туманный предновогодний Милан, полный туристов. Из всех районов Милана самым приятным нам показался Навильи со своими каналами. В целом Милан приятный город, но мне сложно представить, что я специально вернусь туда. Возможно, я чего-то в нем не понял. Если так, напишите в комментах что. Естественно, ключевой точкой в Милане является готический кафедральный собор Дуомо и площадь перед ним, с вечным столпотворением туристов со всех краев мира. Что-то многовато народу, да? Да. Мы не собираемся здесь встречать Новый год. Я бы охренел. Стоит не пожалеть времени и денег на прогулку по крыше дома. Это весьма атмосферный туристический аттракцион с красивыми видами на город. Места назначения этого путешествия часто ассоциируются с дорогим отдыхом, но нас, как и большинство туристов, сложно отнести к VIP-персонам. Соответственно, главным челленджем поездки стало не обеднеть в конец, учитывая горячий новогодний сезон. Как у нас это получилось, смотрите далее. Сложно представить, что буквально через несколько месяцев площадь перед Дуомо абсолютно опустеет, а Италия станет одним из первых эпицентров распространения коронавируса в Европе. От Милана мы отправились на поезде в Швейцарию, а именно в городок Цермат, где мы планировали встретить Новый год. Цермат известен своими видами с горой Маттерхорн, той самой с шоколадки Таблерона, возвышающейся на горизонте. Дорога из Милана занимает около 4 часов с одной пересадкой. Сам Цермат – образец рождественской сказки с симпатичными домиками и запретом на автомобили в городе. Вместо них по узким улицам ездят электрокары. Цены на отели в новогодние праздники в Цермате выходят далеко за пределы того, что мы могли себе позволить. Однако все оказалось возможным. Пришлось немного пожертвовать комфортом и остановиться в хостеле, который оказался в разы дешевле, чем любой отель в пределах досягаемости. Едим по-босяцки, значит, хлебушек, сырик. Приехали в Швейцарию. Вкусно есть. Богачи будем вот кушать. Вот тут, пожалуйста, и то, что из Москвы с собой взяли хлебушек. В Москве купили, запасливые. Вот у нас. А это вот то, что мы сегодня с завтрака стырили. Вот еще немножко хлебушка, водички. Все. Дорогие москвичи, я знаю, вы скучаете по грязи под ногами. Так вот. Вот она, швейцарская, целебная. Конец съемки.
Предельно всратое видео. Нужно сказать, что сноуборд для меня одна из важных частей моей личности. Мне кажется, что если я не смогу кататься, это буду уже не совсем я. Даже с риском травмировать больную спину я каждый сезон собираю себя и еду на склон, чтобы почувствовать себя живым. Наверное, это настолько же важно, как снимать и монтировать видео для меня. Мне никогда не стать ни крутым сноубордистом, ни великим режиссером, но все же что-то заставляет меня продолжать, даже если со стороны это смотрится странно или смешно. Катание в Цермате вышло весьма неплохим. Достаточно и трасс, и фрирайда, и хорошо сделанных парков. И все это с шикарными видами на Маттерхорн. Конечно, нам немного не хватило свежего снега вне трасс. За их пределами все было либо выкатано, либо превратилось в неприятный наст. Паудер удалось найти в довольно небольшом количестве мест, но и там удалось отлично кайфануть. В итоге, несмотря на дороговизну, Цермат можно рекомендовать любителям горнолыжного отдыха любого уровня подготовки. Из Цермата мы отправились в Сент-Мориц на знаменитом ледниковом экспрессе. Этот поезд проходит по одним из самых красивых ландшафтов Швейцарии, позволяя как следует посмотреть страну через панорамные окна. Это один из самых медленных экспрессов. Поездка длится более 7 часов. Узкоколейная дорога взбирается на 2-километровую высоту, пересекает мосты, тоннели и реки. Замки. Стоимость билета на Glacier Express начинается от 150 франков. Недешево, но once in a lifetime experience того стоит. Зато путешествие на поездах позволило нам таскать с собой свое снаряжение для катания. Намного приятнее кататься на доске, которую хорошо знаешь. Потрясающе вообще. А видела это дело интересно? Билеты на ледниковый экспресс стоит бронировать заранее, чтобы занять лучшие места. Однако, если не получилось, не беда. О самых красивых точках маршрута предупреждают, и их можно посмотреть из окон вагона ресторана. Конечно, я ловил себя на мысли, что многие места было бы интереснее посмотреть снаружи поезда, а не изнутри. Например, известный виадук Ландвассер, и задержаться там на подольше. А также, что в солнечную погоду многие пейзажи смотрелись бы намного лучше, но погоде не прикажешь. Ну вот мы и прокатились на ледяном экспрессе. Красиво, понравилось тебе? Совершенно незабываемый опыт. Очень красиво, очень высокие горы, очень крутые мосты, повороты на поезде. Короче, ты хочешь вернуться Пешком. пешком. От Сент-Морица мы доехали до Чилерины, где и заночевали. Мы отправились на поиски еды и обнаружили, что ресторан мы позволить себе не можем. Нам показалось чересчур платить по 20 евро за тарелку супа. В итоге пришлось довольствоваться бананами и питьевым йогуртом из магазина.
Нас не пустили в первый класс, приходится ехать В тамбуре. в тамбуре, как Грета Туненберг. Голодная страна. 9000 рублей за этот номер. Не видишь? Вот с душем и туалетом. А теперь мы едем в Дивалеццу. Опять хостел. Конечно, мы ожидали, что места близ Давоса, где тусуется мировая элита, окажутся дороговаты, но не ожидали, что настолько. Да. Тут очень дорого. Все Очень. хорошо, но очень дорого. Ни одного ресторана, зато 2 железнодорожных вокзала. Нет, ресторанов много, ни одного ресторана, который мы можем с тобой позволить себе, но это наша проблема исключительно. Довольная? Да, очень красиво. Хочешь переехать сюда? Я бы хотела так жить. В трейлер-парке? Нет, в шале. В шале я бы тоже не отказался. От Чилерины мы доехали до Дивалецци, небольшого и малоизвестного курорта неподалеку от Сент-Морица. В Дивалецци у нас также была назначена встреча со старыми друзьями из родного города, с которыми мы договорились покататься вместе. Есть что-то очень приятное в том, чтобы встречаться с теми, кого давно знаешь, вдалеке от дома. Мы забронировали койки в хостеле, находящемся на вершине горы. Когда подъемники выключают, добраться туда, кроме как пешком вверх по горе в темноте, невозможно. Вот это вид прямо из окна из хостела. Трассы Дивалецци немногочисленные, но исключительно крутые, только красные и черные, и при этом идеально отратраченные. Мы катались практически в полном одиночестве, порой весь день на всю огромную гору не было никого кроме нас, и можно было на невероятных скоростях утюжить вельвет до самого вечера. Склоны Дивалецци поистине оправдали свое название. В первый же день, спускаясь вне трасс, мы заблудились в горах. Погода начала портиться к заходу солнца, и мы едва смогли выбраться к подъемнику, где за нами уже были готовы отправить спасатели. Дивалецци также идеальная локация, чтобы легко попасть на более популярные большие склоны рядом с Сент-Морицем. До них легко добраться на поезде или арендованной машине, а общий скипас позволяет за это все не переплачивать. Новогодний поток туристов уже схлынул, и на вершине горы мы с друзьями жили практически в одиночестве, встречая только обслуживающий персонал курорта. Ночью Дивалецци напоминала отель Верлук из «Сияния», вой ветра за стенами и мертвая тишина внутри. Сейчас наше изолированное существование на вершине горы кажется непредумышленной прелюдией к тому, что ждало нас следующие 2 года. Нашей целью в Дивалецци также стал спуск вне трассы по долине ледника Мортерач. Сложность спуска была вознаграждена обнаружением большой ледяной пещеры, образовавшейся в тающем и исчезающем под влиянием изменения климата леднике. Подо льдом внизу можно было увидеть текущую воду. А это Григорий. Бесстрашно завязывать шнурки на краю обрыва.
меня аж на него смотреть страшно. Мы ждем поезд, чтобы уехать в Тирано, это уже Италия, и оттуда мы поедем на Лекко, это озеро Кома, там мы проведем ночь и поедем в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Как тебе катание? Катание великолепное, несмотря на то, что снега было не очень много, очень все понравилось, было интересно и весело. Невероятно. Такая красота. Невозможно просто наглядеться. Мне кажется, мы за эти каникулы проехали по двум самым живописным железным дорогам Швейцарии. Первый это Гласир Экспресс, и второй, вот, в котором мы сейчас, Бернина Экспресс. В итоге наш маршрут можно без преувеличения назвать снежной сказкой, идеальным приключением для любителей сноуборда и неторопливых поездок на поездах с невероятными видами из окон. Ледниковый экспресс и Бернина Экспресс оправдывают свою репутацию одних из самых красивых железных дорог Европы, а Цермат и Дивалеце, несмотря на отсутствие свежего снега, подарили нам много прекрасных захватывающих дух спусков. Конечно, получилось не очень бюджетно, даже с учетом того, что мы жили в хостелах, питались в столовых и супермаркетах, а не ресторанах, а также сэкономили на аренде снаряги. К сожалению, Швейцария и бюджетный отдых плохо сочетаются. В Тирано мы пересели на поезд до Лекко и последний вечер путешествия провели, гуляя по фантастически красивой в закатных лучах набережной озера Кома. На следующий день мы должны были доехать до Милана на поезде, однако утром мы обнаружили, что все поезда внезапно отменили из-за забастовки, и мы можем опоздать на самолет. Чтобы успеть в аэропорт, нам пришлось срочно брать в аренду машину. В итоге нам удалось попасть на свой рейс и покинуть Европу, как оказалось, весьма надолго. 8 января мы вылетели из Милана, а 11 января от ковида скончался первый пациент. То, что в первые месяцы изначально не казалось поводом для беспокойства, скоро превратилось в катастрофу. — 2020 казался нам ужасным годом, но следующий был намного тяжелее, когда от ковида умер мой отец. После этого мне казалось, что хуже уже быть не может, но я ошибался, всегда может быть хуже. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Весной 2022 года я оставил прежнюю жизнь позади и переехал в Берлин. Один. Моя спутница не последовала за мной. Эти кадры из того дня в июле 2022, когда я видел ее в последний раз. Остались только гигабайты видео из наших путешествий и счастливые воспоминания о той жизни, которой больше нет. Если вам интересно, что же было дальше, подписывайтесь на канал. Я обещаю, что не будет скучно.